Делегация Азербайджана во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым находится с визитом в Армении. Самолет с членами азербайджанской делегации приземлился в аэропорту Еревана. Прибывший из Азербайджана Шахин Мустафаев выразил желание посетить село Джудживан в Наимберянском районе Тавушской области, которое он назвал своей родиной. Отметим, что представители комиссии по делимитации государственной границы Армении и Азербайджана подписали протокол по итогам 13-го заседания, состоявшегося в Ахвиране. Об этом сообщил МИД Армении. Заседание прошло под председательством вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. Стороны обсудили организационные и технические аспекты проведения делимитационных работ, согласовали проекты инструкций, регулирующих их порядок, и обменялись ими. В частности, речь идет о документах, определяющих работу экспертных групп, процедуру составления карт делимитации, а также оформление и публикацию соответствующих материалов. В ближайшее время проекты будут направлены правительствам двух стран для утверждения. Кроме того, участники встречи затронули вопросы транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана. С участием представителей деловых кругов обсуждались перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, взаимных поставок товаров и услуг, а также транзитных перевозок. Следующее заседание пройдет в Азербайджане, дата будет согласована дополнительно. Отметим, что российский пропагандист Арам Габрилянов заявил, что азербайджанская сторона якобы прибыла в Армению для переговоров о переселении 300 тысяч азербайджанцев, которых Азербайджан, по его утверждению, намерен расселить в Армении. Габрилянов утверждает, что о соглашении по переселению 300 тысяч азербайджанцев в Армению ему сообщили российские спецслужбы. Если это соответствует действительности, то ФСБ России и СВР могут рассматриваться как структуры, планирующие гибридную войну против Армении. Если же Габрилянов распространяет недостоверную информацию, то компетентные органы России должны дать этому правовую оценку, поскольку подобные заявления наносят ущерб армяно-российским межгосударственным отношениям. Об этом заявил бывший депутат Верховного Совета Армении и депутат Национального собрания НКР Ваграм Атанесян. Также отметим, что вице-президент турецкой партии Угюр Гюзель 24 апреля опубликовал фотографию с площади Республики в Ереване, демонстрируя жест, ассоциируемый с организацией «Серые волки». Публикация была сделана в День памяти жертв геноцида армян. Примечательно, что между Турцией и Азербайджаном начались совместные учения «Турас-Орел» 2026 года. В ходе учений планируется обмен опытом по планированию и проведению совместных воздушных операций, повышение профессионализма личного состава и укрепление координации между сторонами. Согласно данным Stockholm International Peace Research Institute, в 2025 году как Армения, так и Азербайджан остаются среди стран с наибольшей долей оборонных расходов по отношению к ВВП. В обоих случаях показатель превышает 6%, что более чем в 2 раза выше среднемирового уровня. Подобные значения характерны не для стабильных регионов, а для зон затяжного военно-политического напряжения. Фактически речь идет о ситуации, при которой оборонный сектор занимает системообразующее место в бюджетной политике государств. При этом разница между показателями Армении и Азербайджана минимальна, что указывает на взаимную привязку решений в сфере военного планирования. В подобных условиях снижение расходов одной стороной без соответствующего шага, другой практически исключено. На фоне глобального роста военных расходов, который фиксируется уже более 10 лет подряд, Южный Кавказ остается одним из регионов, где этот тренд проявляется наиболее концентрированно. Иными словами, речь идет не о краткосрочной реакции, а о закрепившейся модели поведения государств в условиях сохраняющихся рисков.
Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Ваан Костанян, выступая на Всемирной конференции по вопросам политики, заявил, что проект ТРИП имеет более широкий стратегический масштаб и не ограничивается обеспечением связи между двумя частями Азербайджана. По его словам, формулировка «поддержка ТРИП» является некорректной, поскольку проект находится в полной собственности Армении, которая сама заинтересована в разблокировке региональных коммуникаций. Костанян подчеркнул, что проект ориентирован на соединение Центральной Азии с Европой и предполагает взаимную экономическую выгоду. В практическом плане он позволит связать южные и северные регионы Армении через железнодорожное сообщение по территории Нахидживана, а также сформировать более широкий маршрут от Персидского залива до Черного моря. Он также сообщил, что Ереван ведет активные переговоры с США о создании армяно-американского совместного предприятия и отметил наличие практических шагов. В частности, импорт зерна из Казахстана уже осуществляется с использованием железнодорожной инфраструктуры Азербайджана и Грузии. Отношения с Азербайджаном власти Армении характеризуют как процесс институционализации мира. При этом уже начата прямая двусторонняя торговля. Армения импортирует бензин и формирует перечень будущих экспортных позиций. Развиваются контакты между обществами, проходят встречи представителей гражданского сектора, действует трехсторонний формат консультаций между Арменией, Грузией и Азербайджаном. Перспективы регионального сотрудничества оцениваются как широкие. В преддверии июньских парламентских выборов в медиапространстве и публичном дискурсе регулярно появляются утверждения о крупных потоках наличных средств, поступающих в Армению. На этом фоне Комитет государственных доходов призвал граждан воздерживаться от физического перемещения наличных средств и переходить к прозрачным банковским переводам. Данные касаются исключительно наличных сумм свыше 10 тысяч долларов, подлежащих таможенному декларированию, и включают как ввоз, так и вывоз по валютам и числу физических лиц. Примечательно, что динамика долларового вывоза существенно не изменилась по сравнению с 2022-2024 годами, что означает отсутствие прямой корреляции между ростом притока драмов и долларовым оттоком. В то же время объемы притока драмов многократно превышают показатели предыдущих лет, однако данный рост не сопровождается пропорциональным увеличением числа вовлеченных физических лиц. Это может указывать на концентрацию крупных потоков у ограниченного круга участников. Данные за 2026 год, несмотря на неполный отчетный период, подтверждают сохранение этих тенденций. Приток российского рубля по-прежнему значительно превышает отток, а общая картина формируется главным образом за счет драмов и рублей. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.